Всем привет! Сегодня будет короткое видео, поговорим о том, как ускорить процесс написания картины. Это будет видео, основанное на моем личном опыте и на опыте преподавания. Я не буду говорить о том, что лучше пойти учиться в художественную школу или о том, что надо изучать анатомию, хотя и это все полезно. Я попробую дать 10 практических советов, которые работают на самом деле и которые действительно помогут вам уже сегодня. Итак, давайте начинать. Совет номер один. Если вы хотите написать картину быстро, то постарайтесь использовать и заранее приготовить те материалы, которые вам понадобятся в процессе написания работы. Вот несколько примеров. Старайтесь работать в той технике, которая вам уже знакома. Если вам требуется написать быструю работу, а вы никогда в своей жизни не работали маслом, то тогда лучше не выбирать этот материал как основной в данной ситуации. Быстро написать не получится. Если будете делать рисунок под живопись, то лучше сделать его углем или каким-то другим мягким материалом, но не карандашом, потому что углем работать будет быстрее, потому что материал мягкий. Если вы хотите делать тонировку холста, то выгоднее это делать акрилом, а не маслом, потому что акрил сохнет быстрее, и уже через полчаса вы сможете работать маслом. Если же вы сделаете тонировку холста маслом, то придется ждать полного высыхания, а это займет от нескольких часов до нескольких дней. Это замедлит процесс выполнения работы. Если вы также хотите ускорить процесс, то в качестве разбавителя не используйте чистое масло, потому что оно наоборот замедлит процесс. Лучше взять быстро сохнущий разбавитель или тройник, или хотя бы пенен. Это ускорит процесс написания работы. Поэтому прежде чем начинать работу, подготовьте все материалы. Кисти, краски, разбавители. Продумайте все этапы работы. Все эти материалы должны находиться под рукой. Тогда вам не придется тратить время на их поиск в мастерской или же покупку их в художественном магазине. Кисти должны быть вымыты, палитра очищена от старых красок, карандаши наточены, мастихин под рукой. Это существенно ускорит время выполнения вашей работы. Совет номер 2. Начинайте не с основной работы, а с эскиза. Сделайте 2-3 небольших эскиза размером 5 на 10 см, но не более, чтобы понять, какая будет композиция у вашей работы. Помните, что можно выбирать горизонтальный формат или же вертикальный формат. Это необходимо продумать именно на стадии эскиза. Какие краски вы будете использовать? В быстром эскизе очень удобно сделать несколько цветовых вариантов вашей будущей работы. Напишите обобщенный эскиз, быстрый, цельный, без деталей. И определитесь с теми цветами, которые для вас предпочтительнее. Тогда вам не придется тратить много времени на поиск цветовых решений в вашей большой работе. Это серьезно сократит время выполнения задания. Потом вы также сможете приготовить все эти краски на вашей палитре заранее. Совет номер 3. Начинайте писать не на белом холсте, а на тонированном. Дело в том, что в живописи нам практически не нужен чистый белый цвет, и поэтому белый цвет холста нам может сильно мешать в работе и также замедлять процесс выполнения нашей работы. Лучше избавиться от этого белого цвета в самом начале. Для этого заранее затонируйте холст. Лучше использовать для этого акриловую краску. Акрил на водной основе, и поэтому сохнет гораздо быстрее масла. Это занимает несколько минут, а не часов. Можно взять какой-то один цвет или несколько цветов. Можно также сделать имприматуру, то есть смешать несколько цветов и довольно густым слоем, мастихином, нанести его на поверхность холста, как я это показываю на видео. Проложите такой тонировочный слой для того, чтобы создать живописную среду. Можно использовать одну краску, например, умбру. Можно 2-3, например, охру и ультрамарин, охру, умбру и ультрамарин, чтобы создать разные вариации тонировки.
Можно также добавить белила, тогда тонировка будет непрозрачная. Выбор зависит от вас, но тонировка заметно ускоряет процесс выполнения любой работы. Совет номер 4. Подготовительный рисунок. Обязательно сделайте подготовительный рисунок углем. Это ускорит время написания картины. Рисунок необходим. При этом старайтесь делать рисунок от руки на глаз. Я бы не советовал использовать сетку и переводить рисунок, потому что таким образом вы потратите очень много времени. Делайте легкий набросок. Думайте прежде всего о композиции и пропорциях. Рисунок необходим. Рисунок – это основа живописи. Без рисунка будет сложно работать, процесс затянется, появятся ошибки, исправление которых тоже займет время. Но если вам тяжело делать такой рисунок, если вы еще пока не чувствуете себя уверенно в рисовании от руки, то тогда можно перевести рисунок. Есть разные способы перевода рисунка. Попробуйте этот вариант. При этом старайтесь не тратить на него 2-3 часа, минут 10-15. Это быстрый набросок. Совет номер 5. Старайтесь использовать ограниченную палитру, 4-5 цветов. Для портрета, для живописи тел вам больше, как правило, и не нужно. Дело в том, что если вы используете очень много красок, то тогда вы будете тратить много времени на то, чтобы их смешать. Скорее всего, вам будет очень сложно понять, какую краску с какой смешивать. Поэтому сам процесс смешивания будет занимать очень много времени. Следовательно, ограничивайте свою палитру. Всегда лучше начинать с базовых красок. Красный, желтый, плюс белила и черный. Можно впоследствии добавить еще 1-2 цвета, если они вам необходимы для написания каких-то ярких предметов. Хотя в целом ограниченная палитра способна удовлетворить даже самого изысканного художника. 6-й совет. Используйте большие кисти, широкие кисти, желательно щетину. Потому что если вы будете писать маленькой кистью, это просто займет гораздо больше времени. Большой кистью вы можете покрывать большие пространства, большие плоскости и большие участки холста. Это заметно ускоряет процесс написания картины. Выбирайте кисти соразмерно с вашей работой. Если это не миниатюра 10 на 10 сантиметров, то нет смысла брать тонкую маленькую синтетику. Ими работать будет неудобно. Это займет больше времени. Плоская щетина прекрасно подойдет как для портрета, так и для натюрморта или пейзажа. 7-й совет. Пишите от пятна и пишите большими пятнами. Не думайте о деталях. Идите от большой формы к детали, а не наоборот. Не начинайте с глаза или носа. Закладывайте сразу большие плоскости. Начните с большого пятна света и большого пятна тени. Такой процесс заметно ускоряет работу. Закладывайте большие пятна, и уже потом в этих пятнах вы можете находить какие-то нюансы, оттенки, детали. И в целом очень выгодно идти от большого объема к детали и сделать это лучше всего большой щетиной кистью. 8-й совет. Вы можете заранее смешать основные цвета на вашей палитре, которые вы будете использовать в процессе. Если вы пишете от пятна, то очень удобно сразу смешать 2 больших цвета на палитре. Свет и тень на лице, например. Также, если вам надо какая-то краска для одежды, для фона, то вы можете заранее подготовить ее. Это не значит, что вы не сможете менять ее в процессе. Вы всегда сможете ее корректировать, немного менять, делать ее теплее, холоднее, светлее или темнее. Но основная смесь всегда будет у вас на палитре под рукой. Вам не надо будет каждый раз заново смешивать тот или иной оттенок для вашей работы. Старайтесь смешивать именно большие пятна, не какие-то маленькие участки, небольшое пятно на лбу, на щеке, на подбородке, например, а сразу весь цвет света от лба до подбородка и даже шеи. Всю тень, также начиная от волос и заканчивая одеждой. Это существенно ускоряет процесс написания работы. Совет номер 9.
Не пытайтесь найти идеальный цвет на палитре, это попросту невозможно. И не тратьте слишком много времени на смешивание цвета на палитре. Постарайтесь сделать это практически на холсте. Дело в том, что цвет сильно зависит от того, какие оттенки его окружают. На холсте у нас одна цветовая ситуация, на палитре совершенно другая. Начинающим иногда кажется, что надо сперва смешать идеальный цвет на палитре, потом перенести его на холст. Это правда, но только отчасти. Старайтесь смешивать базовый оттенок на палитре. Затем переносите его на холст и смотрите, насколько его надо сделать темнее, светлее, теплее или холоднее. Но уже на холсте. Смешать верный цвет точно, отдельно от работы на палитре не получится. Это практически невозможно. Вам всегда придется исправлять его и немного корректировать на самой работе. Поэтому не стоит тратить слишком много времени в поисках идеального цвета на вашей палитре. Это также существенно ускоряет процесс написания картины. И последний, 10-й совет. Старайтесь обязательно устанавливать временные рамки, границы. Всегда определитесь заранее, сколько вы будете писать данную работу. Полчаса, 2 часа, 5 часов, 20 часов. Потому что если вы этого не сделаете, то процесс может растянуться на недели и даже месяцы. Всегда заранее решите, будет ли это длительная работа или только короткий набросок. И постройте процесс выполнения работы, исходя из этого, то есть из времени, которое у вас есть на нее. Постарайтесь не брать длительные паузы в написании картины. Если вы решили писать какую-то работу, то не обязательно писать ее за один сеанс, конечно. Безусловно, она может занять несколько часов, дней или даже недель. Но если вы возьмете длительную паузу, например, на неделю или больше, то, скорее всего, вам будет очень сложно психологически вернуться обратно к данной работе и продолжить ее выполнение. Обычно мы теряем интерес к такой работе. Эмоции уже проходят, и нам как бы уже неинтересно возвращать к той старой работе, которую мы начинали месяц назад или год назад. Поэтому старайтесь все время ставить себе временные рамки. При этом обязательно учитывайте, что паузы, которые вы будете брать, не должны быть слишком длинными, иначе работа, скорее всего, рискует остаться незаконченной, и вы просто потеряете к ней интерес. Итак, это были мои 10 советов. Надеюсь, что они были интересны и полезны. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Не забывайте скачивать полные видеоуроки, которыми я делюсь специально для вас. Они доступны по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр и до встречи!